И, друзья, всем привет! Готовлю борщ, как вы уже увидели, в большой кастрюле, вот такой вот. Дети у меня во дворе гуляют. В сите, да, у нас сите закрытая. Вещи на балконе сушатся. Ну, а я, друзья, занимаюсь своими делами, домашними, как всегда. И решила с вами на балконе посидеть, поболтать. Давно уже на балкончике с вами не разговаривала. Сейчас уже вечер. Видео выйдет, наверное, в общем, долго не выходило видео на канале, скорее всего, больше, чем обычно. Потому что то нет времени, то хочу вот заснять, нет памяти у меня, забываю, то какие-то вечно дела появляются, в общем. И что-то у меня в последнее время нет настроения снимать. Не вижу от вас никакой отдачи практически, комментариев мало, просмотров мало. В общем, поэтому с опозданием, извините, конечно, может быть, буду реже снимать, потому что просмотров реально мало. Я так понимаю, особо никому это не интересно, но, как сказать, мне это в любом случае, конечно же, интересно. Я в любом случае вас не брошу, буду снимать, может, реже, по настроению, сейчас тем более осень. Ну и я хочу рассказать, как всегда, о своем наболевшем. На балконе лучше это не говорить, наверное, все-таки у нас все те же вот русскоговорящие. Зайду-ка лучше я к себе на кухонку мою любимую. И, как вы видите, кухня у меня очень сильно большая, моя любимая кухня. И расскажу вам опять о наболевшем. Я вот сегодня буквально посмотрела квартиру. На этаже только мы, что ли, это получается. На этаже только мы. Шкаф. Вот, сразу заходишь. Такой хороший вместительный шкаф. Очень хороший. Очень много этих. Вот эта комната, получается, детская комната. Бу çocuklar odası. И очень большой, очень-очень большой. Бу yeni bina mı? Sıfır. Новые. Вот такой вот, ну, он узкий как бы. Ну, вот такой вот этот балкон. Тройка нужна будет. А здесь бурда, балкон. Ну, вот виды, короче, вот с балкона. Такие. Вид на соседний. Угу. Кухня, конечно, маленькая немножко. Здесь тоже виды получаются. Вот так вот. С одной стороны, вот на такой дом. Вид. Смотри. На такой дом. До этого посмотрела. Вчера мы 2 квартиры смотрели. Плитка. Кухня чистенькая. 17 тысяч лир, сказал он. Ну, газа вроде здесь нету, да? И хочу сказать, что квартир наподобие вот такой вот, с большой хорошей кухней, да, с большой площадью, я вообще не вижу. А у нас такое еще и сите. Сейчас вот дети пришли со школы, вышли гулять, я занимаюсь своими делами, то есть я не боюсь за них, потому что все огорожено. Давайте расскажу, кто на канале впервые. Мы 3 года назад переехали в Турцию. Сначала жили в Газипаше полтора года в своей квартире, и 1,5 года сейчас живем в съемной квартире уже больше 3 лет, получается, находимся в Турции. И что хочу сказать. Скоро, получается, 2 года будет, как мы живем в этой квартире. Срок подходит к концу. Квартиру будут повышать, как, в принципе, сделали и в этом году, да. Первый раз мы заезжали, эту квартиру снимали, это 3+1 с отдельной кухней. Мы снимали ее за 17 тысяч, она пустая абсолютно, мы свою мебель перевезли.
Потом мы сняли за 22, хотя хозяин 27 просил. Так получилось, то, что уступил. Сейчас 22 снимаем, но мы еще платим Айда 1750, конечно же, за территорию. У нас здесь есть бассейн. Я всегда в прошлых роликах показывала бассейн, но сезон, к сожалению, закончился. С 1 октября бассейн закрыли. Здесь также есть сауна круглогодичная, можно ходить. Ну и вообще это такое, наверное, одно из немногих сетей, где вообще есть сауна и бассейн крытый, но не подогреваемый, к сожалению. Он немножко дольше функционирует, чем открытые бассейны, но он не подогреваемый, зимой не работает. В общем, 1750 айда, 22 тысячи лир в месяц мы платим. Переехали мы в Селивке город, здесь живем, переехали по работе. Я работаю удаленно. По поводу моей работы можете переходить по ссылке в описании. Муж же работает на станции Аккую, это атомная станция, которая строится совместно Турция и Россия. И сейчас вот в январе, да, срок подходит к тому, что нам нужно либо оставаться, да, и опять торговаться с хозяином, либо же искать что-то, какую-то альтернативу. Я уже давно ее ищу. Вот, и у нас дети пошли в турецкий садик. Я уже рассказывала, почему пошли в турецкую школу, точнее. В садик мы уже отходили, и в государственной турецкой ходили, и в такой ходили, в общем, частный тоже ходили. Это все я рассказывала, на канале много информации по поводу этого. Сейчас мы, получается, 1 класс турецкий пошли. И школа рядом с этим районом старая. И в основном все старые районы ходят в эту школу. И здесь нельзя отдавать другие школы, да, вы, например, захотели, да, только по прописке. А прописываться в другой район, ну, иностранцы имеют право только вот по месту жительства, 100%. То есть сами же турки, возможно, так же, как и у нас, могут там жить где-то, прописаться где-то и отдать детей. Но нам это все, конечно же, нельзя. Поэтому почему дети не пошли в русскую школу? Здесь есть русская школа, у меня старший учится в русской школе, русская школа только с 7 лет, нам еще только 6, турецкая школа с 6 лет. Почему не остались садики? Была такая возможность, надо было идти и договариваться. Дети переросли садик, и последний раз, вот мы ходили в частный садик с детьми, они уже категорически в садик не хотели ходить. В общем, по поводу наболевшего хожу, смотрю квартиры, такой квартиры, как у нас, вообще нет. Вот от слова совсем. Ну, либо это очень дорого, около 30 тысяч лир. Ну, а такую около 30 тысяч лир, извините меня, мы не хотим снимать. Поэтому пока остаемся тут, но очень часто смотрю, выхожу квартиры. В квартирах нету газа. Да, квартира хорошая, нету газа. Заходишь, вроде квартира изначально нормальная, смотришь, там трещины, тут трещины, двери не закрываются, окна старые, ну и вылазят вот эти вот вылазят минусы. То прокуренная какая-то квартира, то шум очень сильный, да, у дороги находится. То есть разные такие моменты всплывают. Вроде ты думаешь, о, классная квартира, нашла. Тут что-то выясняется такое. В общем, пока так. Давайте не будем на этом зацикливаться. На этом эту тему пока закрываем. Вышла снова подышать на балкончик. И давайте хочу поговорить уже на другую тему. Сегодня ходила, ну и, к сожалению, вас не брала за мясом. В прошлом ролике я снимала цены, поэтому можете заходить, смотреть, и на рынке была, кому интересны цены. Ну а так от себя только хочу сказать, сколько я купила мясо антрикот за 860 лир. Сейчас лира к рублю 2, получается, 1000, сколько это будет, 860, 1700 рублей примерно, да, получается, за антрикот. Сколько у вас стоит, скажите, пожалуйста, по ценам. Вот, и хотела еще сказать, что купила фарш. Фарш я уже чуть-чуть взяла другое место, не антрикот, да,
уже по 750 взяла. 750. Самое главное для меня это свежак. Ну и не сильно жирная, конечно же. Взяла вот чисто говядину сегодня, 750 фарш. То есть там был фарш дешевле, можно было, да, но там куски такие старенькие лежали. Решила я взять по 750, посвежее. Ну и это получается 1500 рублей за килограмм фарша. Да, вот, наверное, это уже будет у вас подешевле, именно фарш. Но антрикот, вот если такой свежак, наверное, если хорошее мясо, ну, смотря какой регион, да. Ну, все же пишите, сколько у вас стоит. Сейчас сижу на улице, погода обалденная, вот честно, 26 градусов, прям кайфую. Жду мужа с работы, готовлю борщ, убираюсь параллельно, да, и вечерами уже 18-19 градусов. В субботу вот будет 30-ка, обязательно в море сходим, скупаемся. В общем, вот такие вот у меня дела. Рассказывайте про свои дела, пишите в комментариях, что интересного, может, какие-то есть вопросы, спрашивайте, задавайте. Так, ну что, у нас настал новый день. Мы с дочкой собрались на пляж. Сегодня суббота. Решили мы пойти, девочки, на море вдвоем. Уже последние денечки. Надо насладиться морем, я считаю, потому что уже скоро дожди. Прогноз погоды так показывает. Ну и приехали наконец-то. Пойдем, Азалия. Кошка, видишь, какая-то? Очень. Она больная, видишь, у нее ушко. С ушком что-то случилось. Ладно, пошли, не мучай ее. Так, ну что, вот обычно сюда приезжаем. И в этот раз приехали сюда с дочкой. Вот. Да, у Азальки появилась лабубу. Мусорка же была где-то. Ну ладно, пойдем дальше, там пойдем. Там тоже мусорка есть. Тут, кстати, дорогу сделали вдоль Атакента. Классную. Скамеечки стоят. И надеюсь, душ работает, потому что есть свойства у пляжа Атакента. Вот эти вот все душевые всякие закрываются. Они в сезон. Вот. Мама. Ау. Пошли? Я его назвала Валера. Понятно. Его зовут Валера. Короче, я искупалась. Азалька купальник не брала. Решила она вот так у моря чисто посидеть, смотрит мультики. Я сходила аж 2 раза уже, искупалась. Вот такие вот сегодня волны сильные, но здесь очень хороший вход, поэтому тут заходить особо таких прям нет проблем. Но волны прям реально сильные сегодня. Вот, много-много здесь, именно где мы купаемся, много очень сильно пенсионеров, очень много с детьми, семейные в основном приходят. Море теплое, кстати, очень теплое. Вот, сегодня солнышко, и сегодня 30 градусов, завтра уже 28, то есть на уменьшение немножко идет. И вот, как я и говорила, 2 дня там типа показывает дожди. Но все же температура такая сохраняется. Обычно мы последний раз в октябре купаемся как раз таки. До середины октября мы купаемся прям нормально. А в этом году еще дождей не было ни разу. А вот в прошлом году уже на мое день рождения, 21 сентября, уже дождь был. То есть в прошлом году как-то вот чуть-чуть как будто похолоднее было. В этом году как будто даже и лето было пожарче у нас здесь. Вот, немножко отличается все равно наш климат от там, где вот Сиде, Анталия. Здесь у нас немножко жарче. Вот, суши немножко жарче, то есть ближе к Сирии, да, получается. Вот погода чуть-чуть жарче идет. Ой, ну на море вообще классно. Сижу, кайфую, загораю. Вылезла позагорать. Сзади женщины сидят, поэтому не буду снимать их.
Вот, ну, короче, такие вот ощущения поделилась с вами по поводу погоды. Такие дела. И, друзья, у нас настал новый день. Вот такая вот погодка у нас пришла. Время 7:30 утра. У нас тут приезжают консулы. И мы делали, помните, загранпаспорта. Мы их все забрать не могли. Должны были забрать с Анкары. Первый раз, когда они приехали, мы были на отдыхе. Стойте. Руку. Стоять. В общем, с детьми, с двумя детьми еду в этот раз одна за загранпаспортами. Приехали у нас загранпаспорта. Вот. Дождик прям накрапывает. Так-то на улице вот я тонкую олимпийку одела. Хорошо, но забирают нас с остановки. В общем, где-то рядом с Ешилаваджик мы едем. Думаю, дай-ка я вас тоже возьму. Покажу вам. Вот так вот накрапывает дождик. Хорошо, что хоть накрапывает, а не льет. Обычно тут ливни, если дождик идет. Кстати, в нашем районе, да, вот кто на канале впервые, мы в Селивке, Мерсин, находимся. Чуть дальше Алании и Газипаши. Здесь, короче, первый раз дожди. А вот в Измире у меня партнер живет. Она говорит, что у них уже 2 дня подряд дожди были. До этого она говорила, что дожди. В общем, на разных территориях по-разному. И помните, я летала в Россию. И там, я помню, мужчина у меня спрашивал, как же вы живете? Ну, мы разговорились, я сказала, что я живу. Она говорит, как же вы живете в Турции? Там же дожди, там же то жарко, то невыносимо. Там гулять, то, что дожди. Вот первый дождик. И то вот сейчас он накрапывает. Через 2 часа может солнце выйти. Всегда так. То есть никогда не бывает, чтобы сутками дождик шел. И очень редко, чтобы 2 дня подряд. Поэтому вот такая вот погодка. Как видите, 16 градусов на улице. Но ощущается, как будто бы 20 с чем-то. Быстрей! Быстрее, дети, сейчас намокнете. В общем, нам до остановки надо дойти. Вот. Не завидую, кто сейчас поехал на отдых. Очень вам не завидую, да, что вот так вот происходит. Но что поделать? У погоды нет плохой погоды, да, или как? У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Благодарим за эту погоду. Идем дальше. Может, хоть что-то получится заснять. Конечно, пасмурно. На этот не наступай, на лужу. Вот такая вот тут строечка у нас у остановки. С краю идем. В лужу не заходим. Здесь прям лужа образовалась. Вот. Сейчас на остановочку. Пришли в такое место, типа отеля. Консулы приехали в отель. Людей не буду снимать, людей много. Кого ждем? Консулов ждем. Тогда они начнут принимать. Дождик идет. Смотрите, тут какой вид. Рома, ресторан, кафе написано. Сейчас посмотрим, в каком месте он находится. Тут, кстати, дождик как будто прекратился. Ой, какая красота. Вот. Туалет. Ресепшн. Не знаю, море вроде тоже не так далеко, но тут не видно. В прошлый раз, когда мы ездили, было прямо море. Короче, детям купила поесть. Взяла завтрак один и чай. В общем, заплатила 400 лир за завтрак. И все мы пьем чай. Там с вкусняшками всякими. Ну, как обычно, турецкий завтрак, короче.
Просто я говорю, дети много не едят, я только один завтрак возьму, они согласились. Вот, таким образом... Да. Решили еще второй завтрак устроить себе здесь, вот недалеко от зоны бассейна. Паспорта я получила, все. Пока я паспорта получала, дети намокли. Смотрите, я все вот разложила. И решила я их завести сюда, чтобы они хоть согрелись немножко. Вот в этом еще. Бери, кушай. Мама, а мы тут будем? Надеюсь, мы... Нет, конечно. Куда купаться? С ума ты что ли сошла? На улице дождь, холодно. Согреться сюда зашли. Надеюсь, успеем до школы. Сегодня, потому что еще у нас школа. Нам надо еще успеть приехать. Время уже 10. Вот такие дела. Так, ну что, все, мы дома. Идем в школу. Азаля даже сандали одела. Самое главное, на лужу не наступай, Азаля. Ну что, детей проводила в школу. Теперь у меня, как всегда, домашние дела. Все везде валяется. Сейчас буду убираться. И буду заканчивать этот ролик. Всем желаю, как всегда, счастья, здоровья, любви, много денег. Конечно же, мирного неба над головой. И берегите друг друга, цените друг друга. И не забудьте ставьте лайк. Я буду очень признательна всем.